Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вашему вниманию роскошный ковер, связанный крючком «Цветок Востока». Ковер выполнен из полиэфирного шнура без сердечника толщиной 3 мм, крючок номер 7. Размер ковра в диаметре 115 сантиметров. Это видео первая часть мастер-класса с 1 по 10 ряд узора ковра. Остальная часть вязания ковра платная. Полный мастер-класс можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всего на вязание ковра ушло 1400 метров шнура. Приступаю к вязанию. В этом видео вы увидите, в каком формате проходит мастер-класс. Показываю вязание каждого ряда. Друзья, если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях или мне на почту. Итак, в начале начинаем вязать первый ряд, и для начала вязания делаем вот такое вот начальное кольцо из шнура. Я оборачиваю сразу 3 пальца, довольно большое кольцо делаю, вот такая вот петелька. Ввожу крючок в кольцо, протягиваю рабочую петельку, подхватываю ниточку за кольцом и провязываю 1, 2, 3 воздушная петля, петли подъема для первого ряда. Далее делаю накид, ввожу крючок в кольцо и провязываю столбик с одним накидом. Далее второй столбик с одним накидом. И так вяжем из кольца всего 17 столбиков с одним накидом. Заканчиваю вязать первый ряд и провязываю 17 столбик с одним накидом из кольца. Если считать первые 3 воздушные петли тоже за столбик с одним накидом, то получается первый ряд состоит из 18 столбиков с одним накидом. Далее мы подхватываем вот этот кончик нити и затягиваем центр. Здесь, чтобы осталось минимальное отверстие. И теперь соединяем ряд в круг. Здесь вводим крючок в 3-ю петлю подъема и провязываем соединительный столбик. Далее начинаем вязать второй ряд. Начинаем второй ряд с 1 воздушной петли подъема. Далее делаем накид и вводим крючок вот за 3 воздушные петли подъема первого ряда, как за ножку столбика, и провязываем столбик с одним накидом. И на этой ножке еще необходимо провязать 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5-й столбик. Далее, смотрите, немножко вытягиваем рабочую петлю, вводим крючок вот в вершину первого столбика, который мы провязали на первой ножке, подхватываем рабочую петлю и протягиваем ее через вершину первого столбика. И у нас сформировалась вот такая шишечка. Далее закрепляем шишечку, 1 воздушная петля плюс еще 1 воздушная петля, делаем на крючок накид и вяжем на следующем столбике первого ряда рельефный столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля и, можно сказать, повторяем раппорт. Далее вяжем шишечку на вот 3-м, получается, столбике. Тоже вводим крючок, сделав накид, вводим крючок за ножку столбика и провязываем на этой ножке 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5-й столбик с накидом. Провязали, немножко вытянули рабочую петлю, вводим крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю и протягиваем через вершину первого столбика. Закрепляем вершину шишечки плюс 1 воздушная петля.
Делаем накид и на следующем столбике предыдущего ряда провязываем рельефный столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И так повторяем раппорт. Далее на следующем столбике вяжем шишечку из 5 столбиков с одним накидом. На ножке столбика провязываем 5 столбиков с одним накидом, 4 и 5. Далее закрепляем вершину шишечки, через вершину первого столбика протягиваем рабочую петлю, закрепляем вершину, 1 воздушная петля и на следующем столбике рельефный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и далее повтор. То есть мы должны провязать во втором ряду 9 шишечек через рельефный столбик. Заканчиваю вязать второй ряд. Посмотрите, я связала 4, 5, 6, 7, 8, 9 шишечек. И теперь после 9 шишечки, закрепив ее в вершину, 1 воздушная петля. И здесь на последнем столбике предыдущего ряда вяжем рельефный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и заканчиваю ряд. Вот в вершину первой шишечки провязываю соединительный столбик. Соединительный столбик и начинаю вязать третий ряд. 1 воздушная петля, столбик без накида на вершине вот первой шишечки, 1 воздушная петля. Далее делаем накид и вяжем на рельефном столбике предыдущего ряда между шишечками столбик с одним накидом, рельефный, 3 воздушные петли, арочку набираем, делаем накид и вяжем на том же столбике еще один рельефный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и раппорт повторяется. На вершине шишечки провязываем столбик без накида. Так, здесь смотрим, вводим крючок, вот видите, вершина, центр, столбик без накида, 1 воздушная петля, между шишечками рельефный столбик, на рельефном столбике новый рельефный столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще один рельефный столбик на том же столбике, 1 воздушная петля и столбик без накида на вершине следующей шишечки. Так, здесь сверху заводим и провязываем столбик без накида. Итак, повторяем раппорт, и вот нужно провязать 9 вот таких арочек по кругу. Заканчиваю вязание третьего ряда, выполнила 9 арочек, и после 9 арочки рельефного столбика с одним накидом делаю 1 воздушную петлю и заканчиваю ряд соединительным столбиком в вершину первого столбика без накида. Далее 1 воздушная петля, начинаем 4-й ряд, столбик без накида из той же точки, из вершины столбика без накида, и вяжем 3 воздушные петли. Далее делаем накид и вяжем из первой арочки между рельефными столбиками 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 столбик с одним накидом, 4 и 5. Далее вытягиваем немного рабочую петлю, вкалываем крючок от вершину первого столбика с накидом и протягиваем рабочую петлю через вершину первого столбика. Сформировалась шишечка, закрепляем шишечку 1 воздушной петлей, набираем 3 воздушные петли, вторую арочку и провязываем столбик без накида на столбике без накида предыдущего ряда, который был на вершине шишечки.
И уже начинаем вязать второе повторение. Столбик без накида, 3 воздушные петли. Далее вяжем 5 столбиков с накидом из арочки между рельефными столбиками. Третий, четвертый, пятый столбик, пятый столбик. Теперь формируем вершину шишечки, вкалываем крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю и протягиваем через вершину первой шишечки. Затягиваем, закрепляем одной воздушной петлей, 3 воздушные петли и столбик без накида на следующем столбике без накида. Всего у нас в ряду 9 повторений этого раппорта узора. Заканчиваю вязать 4-й ряд, и смотрите, здесь после 9-й шишечки, которая связана на последней арочке, делаю 3 воздушные петли и заканчиваю ряд соединительным столбиком вот в первый столбик без накида. И далее начинаю вязать 5-й ряд. Для начала вязания вот из арочки провязываю еще один соединительный столбик, и вместо первого столбика 2 воздушные петли. Далее делаю накид и из арочки 3 воздушных петель предыдущего ряда провязываю 1 и 2 столбик с одним накидом. Далее делаю на крючок 2 накида, и смотрите, заводим крючок за вершину шишечки и провязываем столбик с 2 накидами, как рельефный столбик с 2 накидами. Далее выполняем здесь на вершине столбика пико, набираем 2 воздушные петли, далее вкалываем крючок вот в вершину, получается, столбика с 2 накидами за 2 ниточки и провязываем соединительный столбик разом, то есть образовалась вот такое вот маленькая шишечка пико. Вновь делаем на крючок 2 накида, заводим крючок за вершину шишечки и провязываем 2 столбик с 2 накидами. Вот. Далее на следующей арочке из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. И теперь смотрите, между шишечками предыдущего ряда вяжем так. Делаем на крючок накид и вводим крючок на ряд ниже еще. Видите, вот эта ножка рельефного столбика, которая идет за вот первой шишечкой. Подхватываем крючком эту ножку и провязываем только накид. Вновь делаем накид, и теперь вот ножка перед следующей шишечкой. Вводим как бы за нее крючок и провязываем только накид, и затем общую вершину. Получается 2 рельефных столбика с накидом с одной вершиной. И на этом первое повторение, первый раппорт в этом ряду завершен. Далее начинаем вязать. В начале вот на арочке перед шишечкой предыдущего ряда провязываем 3 столбика с 1 накидом, 2, 3 столбик с накидом. Далее на вершине шишечки вяжем рельефный столбик с 2 накидами. Выполняем пико, 2 воздушные петли, вводим крючок в вершину последнего столбика и выполняем соединительный столбик. Вновь делаем 2 накида и 2 рельефный столбик с 2 накидами на вершине шишечки. И далее на следующей арочке провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3 столбик. И далее вяжем между вот шишечками 2 рельефных столбика с 1 вершиной. Вводим крючок вот за шишечкой, за ножку рельефного столбика, провязываем только накид.
делаем на крючок накид. Теперь перед следующей шишечкой, вот она ножка, провязываем на ней второй накид, общую вершину двух ножек рельефных столбиков. Сформировался второй лепесток, и так мы обвязываем все шишечки предыдущего ряда, вывязывая вот такие лепестки. Всего 9 повторений узора. Я провязала 5-й ряд. В конце 5-го ряда выполнила вот рельефный столбик с двумя основаниями и одной вершиной. И сейчас завершаю 5-й ряд. Посмотрите, вот такой вот рельефный цветок уже получился. И в завершении 5-го ряда немножко вытягиваю вот рабочую петлю, вкалываю крючок вот в вершину как первого столбика. Здесь было выполнено 2 воздушные петли. И вот во вторую воздушную петлю вкалываю крючок и протягиваю рабочую петлю на изнанку. Подтягиваю рабочую петлю и перехожу к вязанию 6-го ряда. И смотрите, теперь перевернем этот наш цветок. И смотрите, вот между лепестками в 4-м ряду у нас остались свободные столбики без накида, вершины столбиков без накида. Вот между лепестков вот 6-го ряда. Вот он, вершина столбика без накида. Здесь вот тоже за вершиной рельефного столбика вот вершина столбика без накида. И теперь в начале я делаю вот первый раппорт, выполняю так: ввожу крючок в эту вершину и провязываю как соединительный столбик. И здесь вместо первого столбика я набираю 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Далее делаю накид и ввожу крючок вот в первую воздушную петлю, причем необходимо вколоть крючок за 2 ниточки и провязываю столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, делаю накид на крючок и провязываю из той же точки, вот из первой воздушной петли подъема, столбик с одним накидом. Вот у нас получилось такой как тройной столбик. Далее 1 воздушная петля, и теперь смотрите, вот у нас на вершине первого лепестка идет пико. За пико идут вот 2 вертикальные ниточки. За эти 2 вертикальные ниточки вкалываем крючок за пико и провязываем столбик без накида. И по сути на этом первый раппорт завершен. Далее начинается второй раппорт между вот первым и вторым лепестком. Далее 1 воздушная петля, делаем на крючок 2 накида, вводим крючок вот в вершину столбика без накида 4-го ряда, вот за вершиной рельефного столбика, и провязываем 2 накида, столбик с 2 накидами. После столбика с 2 накидами 2 воздушные петли. Далее делаем 1 накид и вводим крючок вот в начале вот столбика с 2 накидами. Вот вы видите, идет 1 и 2 ниточка, как в основании столбика провязываем столбик с 1 накидом. Далее 2 воздушные петли, вновь делаю накид. И вот из той же точки за 2 ниточки ввожу крючок и провязываю столбик с 1 накидом. Получился вот такой тройной столбик. Далее 1 воздушная петля и провязываю столбик без накида за пико на следующем лепестке. Вот на вершине лепестка пико, ввожу крючок за 2 ниточки и столбик без накида. И далее повторяю этот раппорт. 1 воздушная петля, 2 накида, провязываю столбик с 2 накидами на столбике без накида 4-го ряда. Далее 2 воздушные петли, 1 накид, в основании столбика с 2 накидами провязываю столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, из той же точки столбик с 1 накидом,
1 воздушная петля и столбик без накида за пико на вершине следующего лепестка. За 2 ниточки вкалываем крючок и провязываем столбик без накида. Итак, повторяем эти действия и провязываем 6 ряд. Начинаю вязать 7 ряд. В конце 6 ряда, сделав столбик без накида за пико последнего лепестка, 1 воздушная петля и делаю соединительный столбик. Смотрите, здесь вот получается 1, 2, 3 в 3 петлю подъема, как в вершину первого столбика. И начинаю вязать 7 ряд. В 7 ряду вместо первого столбика здесь первый рельефный столбик должен быть на ножке вот первого столбика предыдущего ряда. Заводим крючок за ножку, вначале провязываем столбик без накида и затем 1 воздушная петля. Далее делаем накид, вводим крючок за ножку первого столбика и провязываем рельефный столбик с накидом. Так вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Так, 1, 2, 3, 4 и 5 столбик с накидом связан на ножке первого столбика. Теперь формируем шишечку. Немножко вытягиваю рабочую петлю. Теперь ввожу крючок вот как в вершину столбика в воздушную петлю и протягиваю рабочую петлю через эту первую петлю. Далее набираем, закрепляем шишечку, 1 воздушная петля, еще набираем 3 воздушные петли, делаем столбик без накида на вершине второго столбика, вновь арочка, 3 воздушные петли и вяжем на 3 ножке 3 шишечку. Делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку 3 столбика и провязываем 1 столбик с накидом и далее еще 4 столбика, то есть всего 5 столбиков нужно провязать на ножке 3 столбика. Так, 1, 2, 3, 4 и 5 рельефный столбик. Далее формируем шишечку, вытягиваем рабочую петлю, вкалываем крючок вот в вершину первого столбика и, подхватив рабочую петлю, вытягиваем ее, протягиваем через вершину первого столбика, подтягиваем и закрепляем 1 воздушной петлей и набираем 3 воздушные петли. На этом первый раппорт завершен. Здесь, видите, между лепестками провязали 2 шишечки. Далее начинаем второй раппорт. Делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку первого столбика вот между следующими лепестками. Провязываем 5 рельефных столбиков на ножке первого столбика для шишечки. 3, 4 и 5 столбик. Формируем шишечку, вкалываем крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю, протягиваем через вершину, затягиваем, закрепляем 1 воздушной петлей, 3 воздушные петли, столбик без накида на вершине второго столбика, среднего столбика, 3 воздушные петли и вяжем вторую шишечку на ножке 3 столбика. Заводим крючок за ножку столбика и провязываем на ножке 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. Формируем вершину шишечки, вкалываем крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю, затягиваем, закрепляем 1 воздушной петлей и плюс 3 воздушные петли и начинаем следующий раппорт. Всего 9 повторений узора у нас
И по кругу будет провязано 18 шишечек. Я провязала 7 ряд и начинаю 8 ряд. Здесь завершаю 7 ряд, после 18 шишечки 3 воздушные петли и делаю соединительный столбик от вершину первой шишечки. И далее соединительный столбик из первой арочки. И начинаю вязать 8 ряд с 1 воздушной петли и провязываю из первой арочки столбик без накида. Далее делаю на крючок накид и ввожу крючок. Смотрите, здесь 7 ряд пропускаем, на ряд ниже, вот за ножку столбика с 1 накидом 6 ряда, средний столбик, провязываем рельефный столбик с 1 накидом. Далее 3 воздушные петли, делаем на крючок накид и вяжем на той же ножке тоже столбик с 1 накидом, рельефный столбик. Далее выполняем столбик без накида на следующей арочке. После столбика без накида делаем на крючок накид и вяжем рельефный столбик, но смотрите, здесь пропускаем вот арочку на ряд ниже, также вводим крючок, получается как за столбик без накида, то есть получается над вершиной лепестка, и провязываем рельефный столбик с 1 накидом. Далее 3 воздушные петли, арочка, делаем на крючок накид и провязываем из той же точки рельефный столбик с 1 накидом. По сути у нас первый раппорт завершен. Здесь мы провязали вот 2 арочки, между ними по 2 рельефных столбика. И начинаем второе повторение. Здесь смотрите, между лепестками вот здесь арочку пропускаем, которая идет за лепестком. На следующей арочке после вот шишечки провязываем столбик без накида, делаем на крючок накид и на ряд ниже на ножке столбика провязываем рельефный столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли, делаем накид, второй рельефный столбик с 1 накидом. Далее на следующей арочке столбик без накида, получается перед шишечкой, делаем накид и провязываем за шишечкой вот на ножке столбика без накида, как над вершиной лепестка, провязываем рельефный столбик с 1 накидом. 3 воздушные петли и вновь рельефный столбик с 1 накидом из той же точки. Далее начинаем уже третье повторение узора, и здесь вот на арочке после шишечки провязываем столбик без накида. Всего у нас 9 повторений по кругу. Перехожу к вязанию 9 ряда и в конце 8 ряда делаю соединительный столбик из вершины первого столбика без накида, 1 воздушная петля и столбик без накида в ту же точку, то есть из первого столбика без накида. Далее набираю 3 воздушные петли и вяжем шишечку из 5 столбиков на арочке между 2 рельефных столбиков. Делаю накид, провязываю первый столбик с 1 накидом и еще 4 столбика вяжу из той же арочки. Связав 5 столбиков с накидом из арочки, далее вводим крючок в вершину первого столбика, подхватываем рабочую петлю и протягиваем ее через вершину первого столбика. Затягиваем вершину, закрепляем 1 воздушной петлей, далее 3 воздушные петли и выполняем столбик без накида на следующем столбике без накида предыдущего ряда. Вновь 3 воздушные петли и вяжем шишечку
на следующей арочке между двумя рельефными столбиками. Тоже выполняем из арочки 5 столбиков с одним накидом. Формируем вершину шишечки. Через вершину первого столбика протягиваем, затягиваем, закрепляем 1 воздушная петля плюс 3 воздушные петли и выполняем столбик без накида на вершине следующего столбика без накида. Один раппорт узора провязан, это 2 шишечки, и начиная второй раппорт, то же самое, выполняю 3 воздушные петли на следующей арочке шишечка, после шишечки 3 воздушные петли, столбик без накида на следующем столбике без накида, и на второй арочке тоже 2 шишечка. Всего в этом ряду будет провязано 18 шишечек. Перехожу к вязанию 10 ряда. И здесь после 18 шишечки, сделав 3 воздушные петли, арочку заканчиваю предыдущий ряд соединительным столбиком в вершину столбика без накида. Далее провязываю соединительный столбик из арочки и набираю 3 воздушные петли вместо первого столбика с одним накидом. Далее делаю накид и из первой арочки до шишечки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Далее делаю 2 накида и, заводя крючок за вершину шишечки, провязываю столбик с 2 накидами. Далее формирую пико, 2 воздушные петли, ввожу крючок вот в вершину столбика с 2 накидами, вводя крючок за 2 ниточки и провязываю соединительный столбик. Вновь делаю 2 накида и еще раз на вершине шишечки столбик с 2 накидами. Провязали половину лепестка. Далее после шишечки на второй арочке провязываю 3 столбика с одним накидом. Второй, третий столбик. И теперь смотрите, вяжем 2 рельефных столбика с накидом, точнее с 2 основаниями и 1 вершиной. Делаем накид, вводим крючок, вот где связана шишечка предыдущая, вот идет столбик на ряд ниже, и провязываем на ножке столбика только накид. Далее делаю накид и на ножке столбика от следующей шишечки провязываю 2 накид и затем общую вершину. Закончили вот обвязку первого лепестка и переходим на второй. Так обвязываем каждую шишечку. На арочке до шишечки вяжем 3 столбика с накидом. Далее на вершине столбик с 2 накидами, делаем на крючок 2 накида, вводим крючок за вершину шишечки и провязываем столбик с 2 накидами. Далее пико, 2 воздушные петли, вводим крючок в вершину столбика и провязываем соединительный столбик. Далее второй столбик с 2 накидами и на второй арочке 3 столбика с одним накидом. Второй и третий столбик с накидом. И после выполняем рельефный столбик с 2 основаниями, делаем накид за вторую ножку, заводим крючок, провязываем накид и общую вершину. И так обвязываем, вот второй лепесток появился, так обвязываем каждую шишечку. Всего у нас будет 18 лепестков в этом ряду.
Заканчиваю вязание 10 ряда, и здесь после обвязки вот 18 лепестка выполняю столбик рельефный с двумя основаниями. Делаю на крючок накид, ввожу крючок вот здесь за ножку, за вторую ножку последнего лепестка и провязываю только накид. Далее вновь делаю накид и ввожу крючок за ножку вот первого столбика первого лепестка и провязываю накид. Далее общую вершину и завершаю 10 ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. И я буду после 10 ряда менять цвет нити. Значит, я завершаю вязание. Здесь я уже обрезала нить, вытягиваю сквозь последнюю петлю хвостик и протягиваю на изнанку. Далее этот хвостик можно закрепить на изнанке. Затем коротко обрежу и заклею шнур, чтобы он не распускался. Дорогие друзья, центральная часть связана, провязано 10 рядов, и на этом первая часть вязания коврика заканчивается. Далее смотрите вторую часть вязания узора коврика с 11 ряда. Ссылка будет в описании под видео к этому посту.